Институт брака рушится, институт семьи рушится, и браки стали какие-то нынче бракованные, раз они распадаются. Вы знаете, статистика разводов растет просто с сумасшедшей скоростью. Вы видите сейчас на экране эти данные. Просто можно хвататься за голову, и скоро все будут одинокими. Кто же детей будет рожать? Что с нами будет? Я психолог Наталья Корнеева. Работаю индивидуально с людьми и с семейными парами, провожу семейную терапию. Очень хорошо разбираюсь в отношениях, и я расскажу вам, что на самом деле происходит. А ведь на самом деле институт семьи не рушится. Мы с вами проживаем очень интересное время. Он кардинально трансформируется. Так и останутся семьи. Все это так и будет, но оно будет другим. Дело в том, что у нас качество жизни сейчас интенсивно растет. Во всем. Мы стали лучше питаться. Вспомните, ваши бабушки думали о том, какие там, где витамины, в каких овощах и фруктах? Задумывались ли вообще о том, что они едят? Проходят ли они в день 10 тысяч шагов? Конечно же нет. Мир развивается и с очень большой скоростью, и институт семьи тоже развивается, он меняется. Люди больше сегодня уже не согласны на то низкое качество, которое раньше было нормой. И поэтому, да, сегодня людям, которые хотят быть в отношениях, хотят иметь семью, придется учиться строить эти отношения качественно. Ну вот придется, правда, придется. Потому что если нас родители не научили своим примером, чтобы мы просто как обезьянки с детства повторяли за ними, то нам придется научиться этому самим. Сегодня очень много информации, книг написано куча. Да, какая-то часть из них не очень качественная, придется научиться отличать это качество, но тем не менее очень много доступной литературы, людей, которые учат, да, психологов сегодня много, то есть это стало доступным. И тем, кто хочет хорошую семью, потому что нехорошую уже никто не хочет. Если только это не жилищный вопрос, да, когда жить негде, и вдвоем мы как-то проще проживем финансово. Если это не ваша история, то придется учиться качественно строить отношения. И тогда возникает другой страх предположения. А если теперь придется напрягаться, потому что некачественно это делать легко. Если придется напрягаться, вдруг люди не захотят напрягаться, и вдруг все-таки семьи перестанут быть крепкими. Нет, мои хорошие, не надо этого бояться. Не вымрем мы от того, что семей больше не будет. Потому что в каждом из нас заложена потребность в близких отношениях. Даже те люди, которые одиноки, которые не хотят детей, у которых мало друзей, и они говорят очень так уверенно: мне никто не нужен, я интересуюсь сам собой, я самодостаточный. Это все пленка обмана, пленка самообмана, потому что мы существа социальные. И близкая связь – это наша одна из потребностей. Когда мы поели, когда у нас есть крыша над головой, и мы чувствуем себя в принципе в безопасности, эта потребность внутри нас на близкие отношения просыпается, стучит нам там изнутри, говорит: ку-ку, я хочу близких отношений с людьми. Близкие в этом контексте я имею в виду не только сексуальная, телесная близость, да, я имею в виду поговорить по душам, обсудить что-то, рассказать, послушать, себя показать, на людей посмотреть, почувствовать, что у тебя есть близкие люди. Люди, которые тебя знают, которых ты знаешь, которым можно прийти и поговорить, которые узнают тебя на улице и говорят: о, привет, давно не видела, как ты? Нам всем это необходимо. Поэтому, если вдруг вы тоже были до этого видео сторонником того, что все летит в трах-тарары и скоро семей не будет, не переживайте, они обязательно будут. Этот период трансформации сейчас вот все так шатается, и люди понимают, что приходится учиться, приходится учиться. Да, сложно иногда, но вот так вот. Все качественное, все ценное, оно требует на самом деле усилий. Бриллианты, когда обтачивают и дают им огранку, алмазом, да, дают огранку и делают из них бриллианты, ну, знаете ли, это такой труд непростой. Это не как найти камень в огороде и стучать им по деревяшке. Вот,
Пожалуйста, пишите свои комментарии, давайте обсудим эту тему. Может быть, вы знаете какие-то исследования интересные на эту тему или какие-то истории интересные наблюдали. Делитесь, пожалуйста, комментарии для вас открыты. Подписывайтесь на канал, ставьте обязательно лайк, если вы досмотрели до конца. И до встречи в следующих видео.